Алексей Кравченко, известный в сети как Алекс Завязка, никогда не мог представить, что его жизнь кардинально изменится одним осенним вечером 2023 года. В свои 28 лет он уже был успешным видеоблогером с более чем 5 миллионами подписчиков. Его канал «Завязка» славился легким развлекательным контентом, социальные эксперименты, скетчи и реакции на вирусные тренды. Алексей был мастером неожиданных концовок видео его фирменных завязок, которые заставляли зрителей возвращаться снова и снова. Доходы от рекламы позволили ему жить в просторной квартире в центре крупного города и водить новенький автомобиль премиум-класса. Жизнь казалась идеальной. 15 октября 2023 года Алексей возвращался со съемок в популярном торговом центре. Погода была пасмурной, легкий дождь создавал ощущение сырости. На пути домой он проходил через небольшой парк. Листья мокли под каплями дождя, фонари едва освещали дорожки, а в воздухе ощущалась какая-то напряженная тишина. Алексей достал телефон, чтобы проверить время. «Скорее бы добраться до дома», — пробормотал он себе под нос, ускоряя шаг. Внезапно его внимание привлекли крики, раздавшиеся из глубины парка. Алексей замер на месте. Вдали мелькали силуэты нескольких людей, их голоса звучали громко и агрессивно. Инстинкт блогера сработал мгновенно, он достал телефон и начал снимать. «Так, что тут у нас?» – прошептал он, прищуриваясь, чтобы рассмотреть происходящее. «Это точно что-то интересное». 4 мужчин о чем-то ожесточенно спорили, их жесты были резкими и угрожающими. Но внимание Алексея привлекло не это. Неподалеку стоял черный автомобиль с тонированными стеклами. 2 мужчин в строгих костюмах вышли из машины, быстро достали из багажника крупный черный пакет и, оглядываясь, исчезли в ближайшей подворотне. «Вот это уже странно», — сказал Алексей, стараясь снять все максимально незаметно. «Надо разобраться, что тут происходит». Он решил, что продолжать наблюдать издалека будет безопаснее. Вернувшись домой, Алексей быстро смонтировал видео, добавил остроумные комментарии и дал ему название «Реальная жизнь ночью. Что скрывает город». Он загрузил ролик на канал, даже не подозревая, какие последствия это повлечет. На следующее утро Алексей проснулся от звуков уведомлений на телефоне. Видео набрало 1 миллион просмотров за ночь, результат впечатляющий, но не беспрецедентный для его канала. Однако комментарии под видео заставили его насторожиться. Помимо привычных фраз вроде «лайк за шутку» и «отличный монтаж», появились тревожные сообщения. «Удаляй видео, пока не поздно. Ты даже не понимаешь, во что влез». На 3 часа 42 минуты эта машина, связанная с известным бизнесменом Сергеем Громовым. Особенно выделялся длинный комментарий от пользователя с ником @Трудесикр, подчеркивание 2023, черный внедорожник с номером Х999 УХ-123 принадлежит Сергею Громову, владельцу холдинга «Грамстрой». Его имя неоднократно всплывало в расследованиях о коррупции и криминальных связях. Советую быть осторожным. Алексей нахмурился, читая комментарии. «Кто такой этот Громов?» Пробормотал он, открывая поисковик. Несколько минут поиска вывели его на информацию о Сергее Громове, влиятельном бизнесмене, владельце строительного холдинга, которого в прессе называли щедрым меценатом. Однако в ряде независимых источников его имя связывали с коррупцией, криминальными схемами и загадочными исчезновениями конкурентов. «Похоже, я нашел что-то действительно серьезное», — сказал Алексей, откинувшись на спинку кресла. Но уже через несколько дней Алексей заметил за собой слежку. Черный внедорожник с тонированными стеклами теперь часто появлялся рядом с его домом и на съемочных локациях. Неизвестные номера начали звонить круглосуточно. Сначала в трубке молчали, затем начали звучать угрозы. «Это уже не шутка», — сказал Алексей своему другу по телефону. «Они явно что-то скрывают, раз так взбесились из-за моего видео». «Может, удалишь?» — предложил друг. «Это же просто видео». «Нет», — решительно ответил Алексей.
Если я сейчас прогнусь, это будет концом. Ситуация ухудшилась, когда Алексей обнаружил, что его аккаунты взломаны. В сеть утекла личная переписка, где он нелестно отзывался о некоторых рекламодателях. Начали появляться фейковые материалы, якобы доказывающие, что он покупал подписчиков. Один за другим рекламодатели разрывали контракты, а доходы стремительно падали. В отчаянии Алексей вспомнил о своей знакомой Анастасии Соколовой, журналистке-расследователе, с которой он познакомился год назад на медиафоруме. Он набрал ее номер. «Настя, привет, это Алексей. Мне нужна твоя помощь», — начал он. «Что случилось?» — спросила она, услышав тревогу в его голосе. «Меня прижали к стенке. Люди, связанные с Громовым, хотят, чтобы я убрал видео. Но там есть что-то большое, я уверен. Приходи ко мне». «Все обсудим», — ответила Настя. Настя выяснила, что в ночь съемки в том районе произошло убийство крупного предпринимателя Игоря Власова, конкурента Громова. Его тело нашли спустя 2 дня в заброшенном здании. Следствие зашло в тупик, камеры наблюдения в районе отключились именно в момент преступления. Единственная зацепка – видео Алексея. «Ты понимаешь, что это видео – ключ к расследованию?» – спросила она, глядя ему в глаза. «Теперь понимаю», – кивнул Алексей. «Но как нам доказать их вину?» Вместе они начали собирать материалы о деятельности холдинга «Громстрой». Настя использовала свои связи среди журналистов и правоохранителей, а Алексей – свои навыки блогера и внимание аудитории. На Алексея продолжали давить. Неизвестные разбили камеры наблюдения в его доме, а однажды кто-то пытался взломать двери. «Если они думают, что я испугаюсь, они ошибаются», — сказал он Насте, устанавливая новую систему безопасности. «Мы пойдем до конца». Их расследование включало финансовые документы, подтверждающие коррупционные схемы, свидетельства очевидцев, подробный анализ видеозаписи с той ночи. «Алексей, мы почти у цели», — сказала Насте перед публикацией. «Но готовься к серьезным последствиям». «Мы справимся», — ответил он. «Я знаю, что правда стоит того». В день публикации к Алексею пришли с обыском. Но было поздно, материалы уже находились у десятков доверенных людей. Разоблачение вышло в сеть и стало вирусным. Видео набрало более 10 миллионов просмотров за сутки. Независимые СМИ подхватили историю, начались проверки. Сергей Громов ушел с поста главы компании. Начались аресты его соратников. Следствие по делу Власова возобновили. Канал Алексея трансформировался. Теперь он совмещал развлекательный контент с журналистскими расследованиями. Его аудитория выросла до 10 миллионов подписчиков. Вместе с Настей он создал проект «Завязка». Расследование, помогающее блогерам безопасно публиковать разоблачения. «Правда сильна только тогда, когда о ней узнают миллионы», — сказал Алексей, выступая на конференции. Его история вдохновила многих использовать свою популярность не только для развлечения, но и для борьбы за правду.